70-летний Гарри Петрович жил один в своей старой квартире на 3-м этаже, той самой, где когда-то звучал смех его детей и пахло пирогами его покойной жены Энни. 5 лет прошло с ее ухода, и в доме осталась лишь тишина. Каждое утро Гарри вставал в 6, заваривал крепкий чай и смотрел на двор, где играли чужие внуки. Его собственная дочь Кейт, жившая далеко в Лондон-Сити, звонила только по воскресеньям: работа, дела, своя жизнь. И однажды, в середине недели, она позвонила неожиданно. «Пап, я нашла тебе помощницу. Хорошую. Она будет приходить 3 раза в неделю». «Никого мне не надо», — буркнул Гарри, но по голосу дочери понял, ей тяжело. И согласился, не ради себя, ради нее. В понедельник ровно в 9 утра раздался звонок. На пороге стояла женщина лет 60, в синем платье с мягкой улыбкой. «Здравствуйте, я Мэри Джонсон, ваша новая помощница», — сказала она спокойным теплым голосом. Она не бросилась убирать. Просто прошлась по квартире, тронула старые книги, фотографии, посмотрела на засохший фикус. «Его надо напоить и поближе к солнцу», — сказала она и переставила цветок. В доме словно стало светлее. Работала Мэри тихо, без суеты, подпевая старым мелодиям. Гарри вдруг уловил, что тоже напевает. А к обеду она приготовила щи, такие же ароматные, какие когда-то готовила Энни. «Садитесь, вместе поедим», — сказала она, и впервые за 5 лет за столом снова звучал разговор. Мэри рассказывала просто, но тепло, о муже, который ушел 3 года назад, о сыне, живущем в Бристоле, о тишине, к которой так сложно привыкать. «Одиночество», — сказала она однажды, — «это не когда ты один. Это когда некому рассказать, как прошел день. Даже если день самый обычный». Гарри кивнул. Она попала ровно в сердце. Недели шли. Мэри приходила 3 раза в неделю, и Гарри ждал этих дней так же, как раньше ждал праздников. В доме снова появились открытые окна, свежие цветы, музыка. Однажды она принесла коробку старых пластинок. «А ваш проигрыватель работает?» — спросила она. Гарри достал его, тот самый, под который они с Энни танцевали. И зазвучал медленный вальс. «Потанцуем?» — тихо спросила Мэри. Он растерялся, но она уже протягивала руку. Гарри взял ее и вдруг почувствовал себя молодым. Ненадолго, но достаточно, чтобы вспомнить, что жизнь еще продолжается. Мэри не просто наводила порядок. Она возвращала в дом тепло. И в какой-то момент Гарри понял. Благодаря этой женщине с мягким голосом и теплой улыбкой он снова стал чувствовать себя живым.